Здравствуйте, с вами Сергей Ли, и у нас сегодня обещанное видео про личную силу. Это видео относится также к серии, которая называется Reengineering Кастанеды. То есть, что под этим подразумевается? То, что я здесь не даю, да, практики Кастанеды, там я не учу кастанедовским практикам, упаси Боже, да, я не претендую там на глубокое знание, там, творчество Кастанеды. Я работаю вот именно как, скажем так, в русле вот этого самого реинженеринга. То есть, что это означает? Ну, вот этот термин, он пришел из чего? Из техники. То есть, предположим, какая-то фирма выпускает какое-то устройство новое, да, которое умеет делать что-то. И фирма-конкурент, она, предположим, не имеет доступа к этому устройству, но оно знает его параметры. Да, ну, это на примере гонки вооружений очень хорошо видно. То есть, к примеру, давайте возьмем появление бездымного пороха. То есть, французы его изобрели, в то время как весь мир пользовался черным, да, порохом, который давал кучу дыма, то есть и кучу нагара, из-за чего там сложные, более высокотехнологичные виды оружия невозможно было, скажем так, создавать. Почему? Потому что черный порох убивал своим нагаром, своим дымом всю механику там, сложного оружия. И вот когда французы изобрели вот этот бездымный порох, внезапно, через какое-то время, в результате процесса реинженеринга, да, появился бездымный порох практически у всех. То есть в других странах, которые не смогли там спереть рецепт этого бездымного пороха, они посмотрели, есть порох, который дает мало дыма. Да? То есть есть определенные качества. Вот давайте попробуем сделать такой же порох, пока не знаем из чего, но подумаем, да, как его можно сделать. И сделали внезапно. Понятно, да? То есть реинженеринг — это когда мы берем, зная какие-то определенные параметры, мы пытаемся своими собственными силами, на основе своих собственных знаний, получить такой же результат. Понятно, да? Соответственно, я действую в этом русле. То есть, читая Кастанеду, я вижу какие-то там, скажем так, параметры, и уже с помощью своего собственного практического арсенала пытаюсь получить аналогичные. Естественно, невозможно полностью уйти от практического раздела самого Кастанеды, да, но, тем не менее, в этом отношении у меня появляется, во-первых, свобода, да, делать так, как я считаю нужным. Во-вторых, богатый практический опыт из этого всего проистекает. Почему? Потому что если Кастанеда о прагматическом разделе практически ничего не говорит, и это делает намеренно, то как раз таки я в первую очередь ориентируюсь на прагматические какие-то выгоды, которые мы можем получить, достигая вот тех или иных результатов с помощью вот этого самого реинженеринга. Поэтому сегодня очень много отсебятины будет, поэтому если вы там как бы хотите узнать, что такое личная сила с точки зрения Карлса Кастанеды, то лучше, наверное, это видео закрыть. Почему? Потому что, ну, здесь будет речь идти о том, как понимаю в данном случае этот термин я и какими практическими, скажем так, способами я стремлюсь эту личную силу у себя развить и какие результаты при этом получаю. Итак, соответственно, вот опять же, да, вот те, кто пришли на этот канал за информацией по оздоровительным практикам, им сразу, да, возникает вопрос, на кой ляд, Сергей, мне на оздоровительном канале тут у тебя слушать про личную силу, про какую-то там шизотерику, про всякую фигню. Дело в том, что практический раздел, то есть практическое применение вот этого понятия личной силы, оно обладает огромным эффектом на вашу жизнь, даже если вы никакой шизотерикой не занимаетесь. В том числе оно играет, скажем так, большую роль в состоянии вашего здоровья. То есть это одно из ее проявлений, но тем не менее, скажем так, это влияние есть, его нельзя отрицать. Далее. Личная сила, в моем понимании, это основной инструмент для того, чтобы изменить свою жизнь, если вы имеете такое намерение. То есть, если у вас этой личной силы нет, то ни коуч, ни там какие-то умные книжки, ни там какие-то хитрые психопрактики вам измениться не помогут и не помогут
да, изменить вашу жизнь. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, личная сила, она как физическая сила в спорте. То есть вы можете идеально, да, там, знать технику подъема штанги на грудь, все нюансы, да, там, прочитав кучу умных книжек. Но если у вас нет физической силы, то вы ее поднять от груди не сможете, да, там какой-то большой вес. Почему? Потому что физическая сила – это то, что, скажем так, эту штангу поднимает. Вот то же самое изменение в вашей жизни. Вы можете знать кучу техник, но если это, вот этого волевого центра, если этой личной силы у вас нет, свободной энергии, то вы ничего изменить не сможете. Чтобы было более понятно, да, как личная сила может изменять вашу жизнь, для чего она вообще нужна. То есть, если вы возьмете свою биографию и попробуйте ее расписать не в виде, да, каких-то событий. Вот я родился, я крестился, я учился, я женился, я там развелся и так далее. А попробуйте выписать ее, оформить в виде цепочки решений, то вы внезапно обнаружите что? Вы обнаружите, что ваши решения, которые вы принимали в течение вашей жизни, они во многом формировали вашу судьбу. При этом эти решения, их можно разделить на две категории. Это решения слабые и решения сильные. Но давайте возьмем в качестве примера слабое решение. Вы, там, скажем так, молодой, там, вчерашний подросток, у вас высокий уровень гормонов, и вот на какой-то вечеринке вам обламывается секс. И внезапно выясняется, что у вас нет презерватива. И чтобы, скажем так, заняться сексом, да, безопасным, то нужно сходить в аптеку, купить эти презервативы и потом вернуться и как бы продолжить. Но есть вероятность, что пока вы тут, пойдете в аптеку за этими презервативами, пока то все, короче, этот секс уже настроение пройдет у барышни, и секс вам уже не обломится. Либо ее уже кто-то другой уведет на вашей пьяной вечеринке, и как бы опять же вам ничего не обломится. Ну, а с учетом того, что дама не против, да, там, небезопасного секса, потому что она там в угашенном состоянии, ну, пронесет. Вот вы принимаете решение. Это слабое решение. И в итоге что у нас получается? Дамочка приобретает, там, скажем так, инородное тело в организме, да, то есть беременеет. И, ну, а дальше уже сценарий, ну, в общем-то, понятно. То есть любовь, морковь, да, мы должны пожениться, да, ну, либо приходят ее родители и говорят, что, дорогой, так не надо делать, да, то есть сделал, да, ребеночка, вот давай принимай ответственность на это, мы уже люди взрослые. И в настоящий момент вы там имеете дисфункциональную семью, с женой у вас общего языка нет, вы живете совершенно разными интересами, вы регулярно ругаетесь, у вас есть ребенок, может быть даже не один, но вот тот ребенок, который первый, у вас с ним отношения почему-то не складываются, несмотря на то, что вы его любите. Почему? Потому что внезапно дети, даже там в совсем раннем возрасте, они прекрасные эмпаты, и если они чувствуют, что их не хотели, то это определенный отпечаток на формирование их психики накладывает, и на взаимоотношения с родителями тоже накладывает. И, соответственно, даже если они тоже вас любят, все равно определенная стена между ними и вами будет. То есть что? Мы приняли слабое решение, которое, ну, как бы, это было просто движение по течению, да? И в результате у нас судьба сформировалась вот таким-то образом. И, опять же, в своей же судьбе вы можете найти сильные решения. То есть сильные решения — это те, которые требовали включения ваших волевых центров, то есть проявления вашей воли. Предположим, скажем так, у вас была компания веселая в школе, вы вместе веселились, там выпивали, да, пока, если была возможность, там то, сё, пятое, десятое. И все вот эти ваши друзья, они были там, скажем так, ну, троечники, двоечники и так далее. И вот на определенном этапе вы внезапно поняли, что, ну, как бы они-то пойдут все, там, ну, в лучшем случае в ПТУ, чаще всего после окончания работы вообще сразу, да, кто в дворнике, кто там еще куда-то, кто в гопнике. А вы хотите все-таки что-то побольше, да, от этой жизни, и хорошо бы поступить в институт. И вот вы вынуждены, да, там, отрывая
как бы от себя вот потихоньку уменьшать контакт с этими ребятами и заниматься больше учебой для того, чтобы поступить в институт. И вот вы в институт поступили, а сейчас, да, опять же, спустя там лет 20 вы выясняете, что из вашей компании там в живых осталось парочка человек, остальные там кто спился, кто скололся, кто снюхался, кого зарезали в драке. Понимаете? То есть что вы сделали? Вы приняли сильное решение. То есть это было решение, которое потребовало включения вашей воли. То есть оно было осознанным. И оно опять же изменило вашу жизнь. Так вот, для принятия вот таких сильных решений вам нужна личная сила. И, соответственно, о том, где ее взять, сегодня речь и пойдет. Итак, для начала давайте разберемся, скажем так, что такое личная сила, откуда она берется, и там дальше, и на что она тратится. Почему? Потому что как только мы поймем, на что она тратится, сразу станет понятно, где ее взять. Итак, ну, опять же, да, если я правильно понимаю Кастанеду, то мы, да, на самом деле являемся какими-то энергетическими существами. Многоаспектными, причем наше физическое тело, которое мы считаем своим основным телом, это всего лишь одна из форм восприятия, наверное, этого энергетического тела. Ну, грубо говоря, вот представьте, стоит на улице столб, на него светит фонарь. Вот столб отбрасывает тень. Вот столб это ваше тело энергетическое, то есть это вы. А тень от фонаря, да, от этого столба, это ваше физическое тело. Но вы себя ассоциируете именно с физическим телом. Соответственно, если ваше физическое тело изменяется, то энергетическое тело будет меняться. И наоборот, если меняется энергетическое тело, то, скажем так, формируется, там изменяется ваше физическое тело. Это на уровне, опять же, мифологии. Для тех, кто мои предыдущие видео не смотрел, мифологией я называю все то, что непосредственно на практику не влияет. То есть оно может, мифология может что-то объяснять, да, почему это именно так, но тем не менее вот эти объяснения опять же на практику никак не влияют. При этом важно понимать, что то, что для вас сегодня является мифологией, не факт, что завтра будет опять же для вас мифология. Это завтра может уже, когда вы достигнете нового уровня, уже может стать просто реальными фактами, в которые верить не надо. Ну, например, если мы возьмем, там, предположим, вы практикуете осознанные сновидения по Лебержу. То есть у вас все ваши осознанные сны, они происходят внутри вашей головы. И, скажем так, на этом этапе, ну, для вас там читать про неорганических существ, которые описывает Кастанеда, с которыми он сталкивался там, в сновидении, в измененных состояниях сознания, ну, скорее вредно. Почему? Потому что, когда вы находитесь внутри своей головы, вы там можете столкнуться не с неорганическими существами, а с чем? А только со своими собственными психокомплексами. И, соответственно, если вы начинаете вот эту, скажем так, считать, что, вот, мне вот приснилось вот это, я, наверное, неорганическое существо встретил, вы начинаете что? Генерировать бред, извините за выражение, соответственно, отрываться от реальности. То есть практика вам начинает вредить, а не приносить пользу. С другой стороны, да, то есть и на этом этапе это не является, то есть вот эта информация о том, что есть какие-то неорганические существа, она для вас является чем? Просто мифом, если вы трезвый практик. Однако, предположим, когда вы выходите на уровень сновидения по Кастанеде, то есть когда во время сна у нас смещается точка сборки, и наше энергетическое тело, да, перемещается, или тело сновидения, оно перемещается в какую-то другую реальность, то вот там уже на этом уровне, естественно, там, знания о неорганических существах и так далее и тому подобное, ну, как бы это уже перестает быть мифом. Почему? Потому что это непосредственно начинает влиять на вашу практику. Вы понимаете, что с этими существами шутить не надо, что они весьма опасны, и это уже как бы там на ваши действия серьезно влияет. То есть это уже не миф. Понятно. То есть все зависит от вашего уровня. Так вот, пока, для меня и, я думаю, для большинства из вас, вот это представление, что мы энергетические существа, оно, в общем, ничего не говорит, ничего для практики не дает. Так вот, эти энергетические существа, да, то есть мы обладаем какой-то энергией, мы ее там получаем, и большая часть энергии, опять же, согласно Кастанеде, она идет куда? Она идет на построение той реальности, в которой мы все с вами живем. То есть, Кастанеда называет это первым кольцом силы, то есть, грубо говоря,
наш мир существует в том виде, в котором мы его видим, осязаем и так далее и тому подобное, потому что, ну, грубо говоря, имеется коллективное намерение, то есть, чтобы мир был именно таким. То есть мы все являемся членами этого коллективного намерения. То есть и большая часть нашей энергии, она идет на то, чтобы вот это намерение реализовывать. То есть, грубо говоря, все люди, да, все живые существа, вот они, у них есть общее намерение, которое формирует наш мир, делать таким, какой он есть. Почему? Потому что в противном случае мы бы не могли выжить. Ну, представьте, у вас немножко изменилось настроение, вы взяли, вывалились в другую реальность. И там вас кто-нибудь сожрал. Да? А когда мы представляем себе какой-то мир, или не представляем, а имеем намерение, чтобы мир был именно таким, стабильным, то, ну, опять же, он не является там совсем уж безопасным, но тем не менее наши шансы на выживание становятся гораздо выше. И, соответственно, та реальность, в которой мы живем, она рукотворная, то есть она создана нашим намерением, общим. То есть это называется первым кольцом силы. Опять же, да, на данном этапе для вашей практики это особого значения не имеет. Ну, там, придумка, что-то такое, фигню, ну и ладно. Но важно понимать, что внутри вот этого общего намерения у каждого из нас есть намерение своей собственной реальности, то есть своей собственной жизни, определенные представления. И в итоге это ведет к тому, что мы с вами не живем в одном мире, мы все очень сильно различаемся. То есть человек, который вырос, например, в бедной семье, там, семье алкоголиков, работает где-нибудь там на неквалифицированной работе, там свободные деньги пропивает, у него одна реальность. И он эту реальность транслирует, например, своим детям, воспитывает, да, что вот мы в говне родились, да, этот мир такой, что вот тут вообще никак ничего. То есть вот я такой, да, потому что у меня родители алкаши были, а ты такой вырастешь. Почему? Потому что у тебя нет никаких шансов. То есть все. Вот у нас определенная реальность сформировалась. Да, индивидуальная, персональная такая реальность. Или, например, ребенок, там, который вырос в обеспеченной семье, получил хорошее образование, у него немножко другая реальность, да, он как бы. И эти реальности, они могут вот между этими двумя товарищами очень сильно отличаться друг от друга. Понимаете? И вот тут как раз-таки очень большой выход на практику. Про это мы еще сейчас чуть позже поговорим. Почему? Потому что ну, большинство из нас, мы живем до определенного возраста, мы вырастаем вот именно в парадигме той, которую нам дали. То есть в процессе воспитания, в процессе нашей жизни мы какую-то парадигму получили. И на основе ее мы формируем свою собственную реальность, в которой действует определенный закон. Понятно, да? И вот эта реальность, она может нам сильно не нравиться. Мы хотим ее как-то изменить. Ну а что делать? Вот для этого нужна личная сила. Так вот, идем дальше. После того, как большая часть энергии нашей ушла на формирование, да, коллективного намерения, да, то есть ушла вот это первое кольцо силы, оставшаяся энергия начинает распределяться между двумя основными, скажем так, параметрами. То есть это что у нас? Это тело и это наша психика, да? То есть в которой включает в себя обязательно эмоции. То есть часть энергии идет в тело и там тратится на что? На то, чтобы наше тело жило, да, там функционировало, там что-то там как-то оно работало. Соответственно, если энергии много идет в тело, то тело у нас крепнет, здоровеет и так далее. И мы можем, там, предположим, 80 лет быть, ну, там, скажем так, по биологическому возрасту, мы можем быть там на лет 60, да, то есть бодренькими, там, подвижными, с охранными мозгами и так далее. Если энергии мало, будет обратный процесс. То есть нам будет 40 лет, а мы будем по биологическому возрасту тянуть лет на 60 и больше. То есть здесь, да, траты энергии, они абсолютно оправданы. Почему? Потому что если энергия туда не пойдет, ну, значит, мы просто умрем. Далее. Следующая часть энергии, она идет куда? Вот нашу психику, да, на ее работу. А та, в свою очередь, работает на реализацию 3 базовых, да, щитов нашей психики. То есть это что? Игнорирование страха смерти. Это реализация нашего чувства собственной важности. И это реализация нашей жалости к себе.
Как я уже говорил в предыдущих видео, несмотря на то, что ну, как бы к ним достаточно негативно, да, люди начинают относиться, когда читают Кастанеду и принимают все на веру там автоматически. Но вы должны понимать, что страх смерти, чувство собственной важности и жалость к себе – это защиты нашей психики. То есть, если мы возьмем их, поломаем у себя, то для нас все кончится палатой с мягкими стенами и регулярным приемом галоперидола. И если у нас по какой-то причине какой-то из этих аспектов плохо реализуется, то, опять же, ничего хорошего нас не ждет. Ну, грубо говоря, если у вас слабо развито чувство собственной важности и нет никаких альтернатив, то что происходит? При слабом чувстве собственной важности вы просто теряете способность отстаивать свои интересы, захватывать там какие-то ресурсы и так далее и тому подобное. Ну, грубо говоря, если вы попадаете в новый коллектив со слабым ЧСВ, вас все будут чморить. И вас будут чморить те, у кого чувство собственной важности выше, да, чем у вас. Соответственно, скажем так, вы окажетесь на самом дне иерархии, и ваши шансы на выживание снижаются. Далее, если вы лишены страха смерти, или он у вас сильно задушен, сильно задавлен, то что будет? При попытке реализовывать ЧСВ ваше, да, чувство собственной важности, вы будете, ну, как это грубо говорится, да, докапываться до тех, до кого докапываться не нужно. Потому что они сильнее, они могут дать очень серьезный ответ. То есть вам рано или поздно при отсутствующем страхе смерти просто отвинтят башку. И опять же, ваши шансы на выживание сведутся к нулю. И, наконец, если вы лишены чувства собственной важности, если вы лишены жалости к себе, то, ну, грубо говоря, вы будете браться за непосильные задачи, истощаться, и рано или поздно умрете от истощения. Почему? Потому что жалость к себе – это, естественно, предохранитель от перегрузок. Смертельно опасно. В чем проблема? Проблема в том, что вот такая работа психики – это, по сути дела, это животное. То есть у животных так психика работает, у социальных. То есть это не человеческое. Да, это часть человеческой, скажем так, часть человеческих качеств, но она не является, скажем так, ну, не отличает нас ничем от животных. Я не знаток там, психологии приматов, но вот, например, с собаками у меня опыт общения достаточно богатый, потому что у нас в семье там несколько собак было, и сейчас у меня собака живет. И я за ней вот так внимательно наблюдаю, как она себя ведет и так далее и тому подобное. То есть, вот, пожалуйста, моя собака, она демонстрирует все вот эти самые щиты. То есть, демонстрирует страх смерти. Да, почему нет? То есть, когда она там пыталась меня укусить, она познакомилась со страхом смерти внезапно и поняла, что нет, вот хозяина кусать не надо больше. То есть хозяину это не очень нравится, и это может закончиться чем? Летальным исходом. У нее есть чувство жалости к себе. Хозяин не взял на коленки, хозяин дал корм и не дал косточку. Хозяин не дал там какую-то вкусняшку, которую он ел. Да, сказал, что ей это вредно. Вот она ложится и начинает себя жалеть. Или она выбегает на улицу погулять, там местные бродячие собаки, она выбегает с ними, хочет с ними поиграть, и так далее, они там разворачиваются и не хотим с тобой играть. И вот она начинает скулить, вот она начинает себя жалеть. Пожалуйста, вот он. И чувство собственной важности. Да, ради бога, тоже прекрасно он реализуется, причем тут видны даже уже зачатки интеллекта. Почему? Потому что вот опять же местная стая бродячих собак, там есть кобель главный, да, который всем вроде бы управляет, и альфа-сука, которая местными там собаками всеми в стае, она как бы командует. Потому что там, не знаю, почему так получилось, но там в основном сучки в этой стае бродячих собак. И вот, когда там моя собака была маленькая, эта альфа-сука, она постоянно натравливала всю стаю на нее, и мне ее приходилось регулярно отбивать. Сейчас что происходит? Да, вот я недавно обнаружил, что оказывается, то есть когда у меня собака на свободном выгуле, то есть я ее выпустил, людей у нас тут нет, я живу в безлюдном месте, и единственное, с кем она там пересекается, это вот как раз бродячие собаки. То есть выяснилось, что когда она подросла, окрепла, она начала делать так, то есть она по одной вылавливала собак из стаи и отвешивала их люлей. А потом я вот, ну, как бы, я это регулярно замечал, ну, как бы ничего с этим не делал. Ну, дерется, ладно. Потом, через какое-то время, я обнаружил следующее, то есть увидел такую сцену. То есть моя собака эту альфу-суку
лупит так, что там аж шерсть летит по углам, а все остальные собаки, которые предварительно получили люлей от нее, они вот так окружили и просто смотрят, чем все это дело закончится. То есть, если раньше там альфа-сука говорила, что вот, давайте все на нее, там, порвите ее, то тут они уже как бы немножко обученные своим опытом, да, они поняли, что, ну, как бы черт его знает, она потом найдет и отвешает еще. То есть, ну и альфа-сука получила там по рогам. Очень серьезно. То есть, что это? Это реализация чувства собственной важности. То есть, она как бы стремится доказать, что вот она, я, да. То есть, дома не получается, дома хозяин есть, который как бы, в любом случае главный. Но вот здесь, на улице, вот здесь, в этой стае, я буду главной сукой, да. То есть, теперь мне придется следить за тем, чтобы главный кобель ее не оплодотворил. Итак, то есть это животное поведение, и у него есть проблемы. Почему? Потому что вот если мы, скажем так, следуем вот этим 3 щитам, то наша жизнь, она вот как раз-таки идет, ну, совсем не так или очень часто не так, как нам хотелось бы. Понимаете? То есть мы начинаем делать что-то, не включая голову, то есть и жизнь вот так у многих людей, она вообще на автомате происходит. То есть он... Предположим, на работе не получается сделать карьеру, не получается, да, там, реализовать свое чувство собственной важности. Ну, где, что делать? Ну, вот вышел в социальную сеть, насрал в комментариях. То есть, вот доказал, что я существую, мое мнение что-то значит. Ну, на самом деле мы понимаем, что это мнение ничего не значит, на самом деле. Это просто, ну, как бы, срач в комментах. Но, тем не менее, да, человек как-то свою психику стабилизировал. То есть, ну, чем это поведение отличается от того, что моя собака там бегает и метит углы? Да ничем не отличается. Ну вот здесь она насрала, да, чтобы свой запах оставить. Здесь она написала, чтобы свой запах оставить, сказать, что вот я здесь, да, вот я здесь. Главное, короче, а вы все как бы должны там делать Q и приседать. То есть ничем не отличается. Так что же нас отличает все-таки от собак, да, там, от обезьян и так далее? Нас отличает третий, скажем так, третье направление нашей энергии. Это что? Это энергия, которая идет на нашу волю. То есть воля — это энергия, это сила, которая принадлежит только нам. То есть не нашему ЧСВ, не нашему там, страху смерти, не нашей жалости к себе. Она принадлежит нам, нашей воле. То есть мы ее направить можем куда хотим. И вот эта-то энергия и является личной силой. Почему? Потому что она личная, она ваша. То, что ушло на ваше ЧСВ, то, что ушло на ваш страх смерти и жалость к себе, эта энергия вам не принадлежит, по большому счету. Почему? Потому что они заставляют вас что-то делать. А вот та энергия, которая стала вашей личной силой, она принадлежит только вам. И вот здесь, да, возникает вопрос. Ну хорошо, ну вот будет у меня личная сила там, что мне это даст? И здесь мы выходим на, скажем так, такой интересный эксперимент, который провели в 1970 году. То есть называется он, и в интернете вы его можете найти, как зефирный эксперимент. То есть что сделали? Взяли группу детей в возрасте там, от 4 до 8 лет и ставили такой эксперимент. Детям предлагали. То есть вот смотри, вот тебе там вкусняшка какая-то, зефирка, например, шоколадка, там, я не знаю, сухарик какой-нибудь. Вот ты можешь ее съесть прямо сейчас. Не вопрос. Но если ты 15 минут посидишь возле этой зефирки и не скушаешь ее, то через 15 минут я тебе еще одну зефирку дам, и у тебя будет 2 зефирки, которые ты уже можешь спокойно кушать. И они стали смотреть, да, как дети будут вести. И дети там, ну, маленькие еще у них, скажем так, совсем, да, соображений мало, ну, как бы уже понятно, да, что от них требуется. Хотя часть детей сняли все-таки с эксперимента. Почему? Потому что они так и не поняли, что от них хотят. Так вот, те же, которые остались, вот там многие просто сразу, без вопросов, да, нафиг, и съели. Часть детей, примерно треть, она кругами ходила вокруг этой зефирки, чуть ли не головой об стенку билась, там волосы трепала себе, но 15 минут они вытерпели, и через 15 минут им дали вот эти
вторые зефирки, они их съели. То есть, а потом, спустя 20 лет, начали вот опять же, да, отслеживать, что с этими детьми случилось со всеми. И выяснилось, что вот эта треть, которая справилась с этим зефирным экспериментом, да, то есть выдержала это испытание, они внезапно, ну, как бы очень даже неплохо в жизни устроились. То есть они показывали хорошие баллы на экзаменах, у них меньше было проблем с лишним весом и прочее, и вообще в целом они в жизни были более довольны. Потом, уже еще чуть позже, да, там, я уже не помню, по-моему, в 2001 году, что ли, этих же бывших уже детей, да, то есть уже, которые стали давно зрелыми людьми, их обследовали на МРТ. И выяснилось, что у них активность префронтальной коры головного мозга, она выше. То есть префронтальная кора — это как раз таки та кора, те участки нашего мозга, которые отвечают за волевое поведение. Понимаете, да? То есть и получается, что определенная корреляция есть между способностью принимать волевые решения, то есть откладывать какое-то удовольствие ради будущих каких-то достижений, и в целом, да, скажем так, удачливостью, да, и эффективностью. То есть, иными словами, если у вас хорошо работает вот эта префронтальная кора, вы способны принимать волевые решения, то есть сильные решения, о которых я говорил чуть раньше, то вероятность того, что ваша жизнь сложится так, как вы хотите, и сложится хорошо, она намного выше. Я не говорю, что это стопроцентная гарантия. Почему? Потому что стопроцентной гарантии в жизни у нас нет. Но вероятность всегда выше. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, если вы в жизни не брали в рот спиртного, то у вас все равно есть вероятность умереть от цирроза. То есть вы можете там подхватить какой-нибудь гепатит, да, плохо его пролечить, и этот гепатит даст вам цирроз печени. Но эта вероятность все равно ниже, если вы каждый день, чем если бы вы каждый день выпивали бутылку водки на протяжении там энного количества лет. Вот то же самое здесь. То есть мощная префронтальная кора, хорошо развитые волевые центры, это вовсе не означает, что вы станете там везунчиком, счастливчиком. Но вероятность этого повышается. Вопрос, да, ну, а какое отношение это имеет к личной силе? А, кстати, еще один момент. Чуть позже, уже ближе к нашему времени, провели еще один эксперимент, который якобы опроверг результаты зефирного эксперимента. То есть, что там показал этот эксперимент? Там как бы придрались к чему-то. Типа, ребята, вот вы взяли, да, вот эту группу детей, вы набрали ее из детей научных сотрудников. Ну, то есть, это однозначно хорошо, скажем так, обеспеченные, то есть, с хорошим воспитанием и так далее и тому подобное. Эксперимент, ну, точно. А вот мы взяли и набрали, да, там, из гетто детей, ну, то есть, с разных, скажем так, уровней достатка семей, там, скажем, разного воспитания и прочее. И провели там, и выяснили, что, ну, как бы нифига такого особенного нет ничего, да, почему? Потому что, ну, вот, например, если ребенок в бедной семье растет, да, то он понимает, что, ну, как бы, если он сейчас не сожрет эту зефирку, то вторую зефирку ему, скорее всего, никто не даст. То есть и первую еще заберут. И вот поэтому они, естественно, все зефирный тест провалили. Почему? Потому что, ну, как бы, они... Да. А вот если ребенок обеспечен, то ему легко вытерпеть. Почему? Потому что, ну, он дома этих зефирок там хоть жопой ешь. И вообще, да, вот мы потом всех обследовали, да, там примерно к середине жизни вот это, скажем так, волевые качества, они у всех выравниваются, примерно плюс-минус одинаково. И это, опять же, ну, когда о зефирном эксперименте пишут где-нибудь в социальных сетях, на форумах и так далее, всегда находится там умник, который говорит, что вот зефирный эксперимент опроверг. Ну, как бы я не думаю, что там что-то опровергли они. Почему? Потому что они его просто дополнили. То есть суть дела-то не изменилась. Если префронтальная кора и волевые центры работают хорошо, человек способен на волевые решения, то у него вероятность того, что он будет жить хорошо, у него все будет хорошо, он будет более успешен, эффективен, она выше, чем если волевые центры слабо развиты и, скажем так, вот тут, да, вероятность успешной жизни, она, в общем-то, категорически снижается. И тут для того, чтобы понять, что никакого опровержения на самом деле не было, то есть он не является опровержением, по сути дела,
Просто вспомните свои встречи выпускников. То есть мы все учились в школе, ну, я надеюсь, большинство из вас училось в школе. То есть в каких-то классах. Вы с кем-то дружили, да, с кем-то общались. У вас в классе были отличники, у вас в классе были там хорошисты, двоечники, троечники. У вас люди были ученики, да, там в вашей компании. То есть кто-то был, ну, волевой, да, там занимался спортом, там, предположим, хорошо учился, там тратил время на уроки и так далее. Кто-то там уже начал в третьем, четвертом классе первые сигареты, да, потом первый алкоголь и так далее и тому подобное. И вот школу вы все закончились, ваши пути разошлись, и только на встречах выпускников где-то раз в 10 лет вы там встречаетесь. Что вы там обнаружите? Вы, в принципе, тот же самый зефирный эксперимент у вас и получится. То есть у вас выяснится, что уже первая десятилетка, да, и выясняется, что из вашего класса кто-то до эту первую десятилетку не прожил. То есть его либо в пьяной драке зарезали, либо его там, либо он спился, либо снюхался, скололся и так далее и тому подобное. То есть, если вы проанализируете свои воспоминания об этом человеке, то вы вспомните, что у него, в общем-то, с волевыми качествами было не очень. То есть, и, соответственно, он достаточно легко покатился по накладу. Еще 10 лет проходит, да, и вы, опять же, начинаете отслеживать, что вот там кто-то стал там известным бизнесменом, там, богатым, да, кто-то там, опять же, завел кучу детей и сидит там, не знает, как с долгами разобраться и так далее и тому подобное. И есть определенная корреляция. То есть я не говорю, что, потому что может быть такое, что отличник, там, предположим, волевой, дисциплинированный, и, предположим, там, его ничего не добился. Такое тоже может быть, но, пардон, это, скажем так, есть статистика, есть исключение из этой статистики. Вот, например, в нашем классе умнейший же парень, самый умный, я бы сказал. Почему? Потому что у него мозги были такие, что я по сравнению с ним себя чувствовал, ну, умственно отстал. С сильнейшими волевыми качествами, ну, он ничего не добился. Почему? Да потому что он школу закончил, умер от рака. Буквально через несколько месяцев. Ну, о чем это говорит? Ни о чем не говорит. Это статистика, да, то есть есть исключения. Но, опять же, вот в среднем, да, закономерность, она достаточно простая, и она отслеживается. То есть те, у кого вот эти волевые качества развиты, то мы видим, что у них жизнь складывается лучше. Так вот, опять же, если мы отслеживаем, наблюдаем за людьми, которые нас превосходят в эффективности, в каких-то достижениях, то у нас может сложиться впечатление, что они везунчики, что у них все легко складывается в этой жизни. И я в свое время под гипнозом этого ощущения был, да, но потом немножко мозгов хватило, да, понаблюдать повнимательнее. И стало видно, что эти люди, они очень много работают. Ну, работа не в плане, да, что там пришел на работу и вкалываешь. Нет, они что-то постоянно делают, да, для того, чтобы выбранной им сфере деятельности быть успешным, быть эффективным. То есть просто большинство людей эта работа, ну, она не видна. Это как игра на гитаре. То есть чувак садится, начинает играть там какую-то супер-пупер композицию, так что у всех вау, да, и он говорит, вот у тебя талант, да, вот был бы у меня такой талант, и как бы никто не знает, что этот чувак, он по 6 часов каждый день сидит за гитарой и играет. Понимаете? То есть и тут дело не только в таланте, хотя он, конечно, имеет значение, но и в том, что огромное количество труда было вложено в то, чтобы так вот научиться играть. Соответственно, то же самое с этими эффективными, успешными людьми. Так вот, что у нас получается? То есть личная сила, она участвует в принятии вот этих самых сильных решений. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, да, то есть, условно, наша воля, она зиждется на количестве нашей личной силы. И при ее большом количестве, то есть мы начинаем формировать судьбу согласно нашим решениям. То есть, грубо говоря, вот у вас, вы каким-то образом получили много личной силы, да, или вы с детства тренировали свои волевые качества, то есть у вас личная сила растет. И, предположим, у вас какие-то проблемы со здоровьем начали формироваться. Если вы направляете свою волю, свою личную силу на укрепление здоровья, то ваше здоровье начнет поправляться. Или, предположим, если вы направляете ее на, скажем так, там, карьеру,
то ваша жизнь начнет складываться так, чтобы у вас больше возможностей было эту самую карьеру реализовать. Ясно, да? Здесь у нас получается что? Личная сила обычному человеку, который, вот, ну, предположим, я тоже, вот когда там мне говорят, что вот нужно быть эффективным, нужно быть успешным, да, поэтому принесите, пожалуйста, нам все деньги свои, и мы их за вас вложим куда-то, и вы станете богатым и успешным. То есть выйдите из зоны комфорта. То есть я в таких случаях, ну, конечно, лапшу с ушей стряхиваю. А почему? Потому что понятия об эффективности, об успешности, они у каждого свои. Потому что кому-то нужно много денег, кому-то нужны хорошие отношения внутри семьи, кому-то нужно много друзей и так далее и тому подобное. И в зависимости от этого мы себя оцениваем. Кто-то считает, что вот если я буду таким, как хотела моя мама или мой папа, то тогда я буду состоявшимся успешным человеком. Ну и такое тоже бывает, да, хотя мне искренне непонятно такое стремление. Так вот, личная сила, она позволяет вам изменять вашу судьбу так, как вы хотите. То есть она нужна для этих личных, для вот этих сильных решений. И вот здесь от того, куда мы эту личную силу направим, когда она у нас будет, зависит и наш путь развития. Вот здесь Кастанеда, он достаточно четко проводит рамки, что, ну, грубо говоря, он там разделял, что вот были древние видящие, да, вот были маги, которых он называл Диаболера, причем Кастанеда с одним из таких магов сталкивался, то есть Ла Каталина, о которой речь заходит уже в первой части, первой книги, да, учения Дона Хуана. Это вот она как раз таки была Диаболера. То есть, ну, очень грубо, да, это черный маг. И новые видящие, да, то есть люди знания. То есть вот у них, как бы, Дон Хуан четко проводил между ними границу. В чем разница между вот этими самыми Диаболеро и между вот этим новым видящим? Дело в том, что Диаболера, вот они, вот эту, то есть работали на увеличение вот этой самой личной силы, на накопление ее, укрепляли свое намерение и использовали личную силу, и использовали свое намерение для реализации хотелок ЧСВ, чувства собственной важности, жалости к себе и страха смерти. Понимаете, да? То есть они свою силу использовали для повышения успешности в этом мире. Ну и, соответственно, да, это приводило их в тупик. Почему? Потому что чувство собственной важности, жалость к себе и страх смерти – это главные пожиратели личной силы. Понятно, да? То есть мы накапливаем, и, ну, это все равно, что здесь хорошая аналогия с финансами. Почему? Потому что деньги, вы удивитесь, но деньги – это, ну, скажем так, материальный, а сейчас и уже цифровой эквивалент затраченной энергии. Понятно, да? И ваши взаимоотношения с деньгами, они очень часто описывают ваши взаимоотношения с энергией личной. И с личной силой тоже. Так вот, ну, представьте, да, то есть черный маг с точки зрения Карлоса Кастанеды, это человек, который, ну, каким-то образом, да, там, предположим, копит деньги, а потом покупает что-нибудь, да, там, себе в дом. Ну, вот, например, вот у него была старенькая машина, вот он накопил деньги и купил новую машину. То есть его в жизни ничего не поменялось. Он каким был, таким остался, только у него машина теперь новая. Потом он еще накопил, да, у него была там квартира какая-то обшарпана, он сделал там ремонт. То есть я опять остался без денег. Ну, то есть вот это черный маг или это Диаболера. Понятно, да? А новые видящие, они использовали вот эту самую личную силу для того, чтобы избавиться от власти чувства собственной важности, жалости к себе и страха смерти. Для того, чтобы вырваться, выйти за пределы человеческого восприятия. Вот это самое первое кольцо силы, да, когда мы, вот та реальность, которую мы, по сути дела, мы когда рождаемся, нам эту реальность, наш окружающий мир навязывает. Да, и мы учимся кодировать ту информацию, которая к нам поступает, вот именно вот в виде той, вот, ну, то есть вот это красный цвет, это синий цвет, да, то есть
Мы же этому учимся. То есть, но там, конечно, глубже все. Почему? Потому что мы учимся не просто, да, видеть, знать, что вот этот цвет является красным. Мы еще и учимся воспринимать его красным. Это уже, ну, как бы такая пошла софистика, поэтому сильно углубляться не буду. Так вот, скажем так, таким образом новые видящие, да, выходя за пределы человеческого восприятия, они искали свободу. Свободу и там дополнительные плюшки, о которых пока говорить рано. Таким образом, что у нас получается? Возникает опять же иллюзия, что вот Дон Хуан говорил, что вот черные маги, да, вот эти диаболеры, они плохие, да, а вот мы хорошие. А это черта с два. Тот же самый Дон Хуан говорил так: ребят, все пути одинаковы, они все ведут в никуда. То есть и черные маги, и новые видящие рано или поздно умрут. Все закончится рано или поздно смертью. Даже те маги там, партии Дона Хуана, которые сделали вот этот переход, да, там ушли в другие реальности, изменили свою энергетическую конфигурацию, и теперь, ну, опять же, если верить Кастанеде, проживут бесконечно долго, они все равно рано или поздно умрут. Даже эта вселенная рано или поздно умрут. Поэтому, исходя из этого, делайте то, что считаете нужным. И обычному человеку важно понимать следующее: что приемы накопления личной силы, они и у диаболера, и у новых видящих были практически одинаковые. То есть практический раздел, он не менялся. И тут суть очень простая. Да, вот точно так же, как с деньгами. Были бы деньги, а как их потратить, мы уже что-нибудь придумаем, решим. Ясно, да, и, соответственно, выбирать, вот я хочу идти путем человека знания, да, там, или я хочу быть диаболером, черным магом. То есть, если у вас нет личной силы, то хоть завыбирайтесь, вы ни тем, ни другим не станете. Почему? Потому что для того, чтобы купить что-то не нужно, надо продать что-то не нужно, у нас денег нет, да, то есть у нас нет личной силы. И здесь, да, что для человека, который даже вообще никак ни сном, ни духом, в общем-то, не относится к Кастанеде никак, его это даже не очень интересно, он должен понимать, что личная сила ему нужна для того, чтобы что? Управлять своей жизнью, изменять ее так, как ему нужно. То есть это минимальный уровень, да, дальше, когда он этим уровнем овладеет, что его жизнь ему становится, ну, более-менее подконтрольна. Почему? Потому что личная сила, это, еще раз говорю, это не гарантия. То есть вы можете обладать огромным количеством личной силы, как, например, бенефактор Дона Хуана, да, учитель Дона Хуана, который учил Карлос Кастанеда. Ну, согласен. Но, тем не менее, скажем так, этот бенефактор, который как раз-таки тоже был диаболера, то есть он использовал свою личную силу для потакания себе, да, для индульгирования. Но он прожил 114 лет и умер. Все, он не стал человеком знания, он никуда не вышел, но он жил как... При этом, очень интересный факт. Если верить Дону Хуану и Кастанеде, да, который это все описывает, вот этот самый бенефактор, вот этот самый диаболера, он с 20 лет умирал от туберкулеза. То есть, по сути дела, в обучение он поступил за несколько минут до смерти от легочного кровотечения. И 114, вот до 114 лет он дожил, то есть туберкулез у него никуда не делся. Но его личная сила, она что? Не давала ему реализоваться, то есть не давала смерти нанести последний удар. И только когда он свою личную силу исчерпал, вот тогда болезнь взяла свое, и он умер. Да, от всего того же самого легочного кровотечения. Ну, это, конечно, мифология. Почему? Потому что мы не знаем, было ли это, мы даже не знаем, был ли вообще Дон Хуан. Однако, у меня есть пример, ну, естественно, не идентичный, но в чем-то похожий. То есть у меня был старший товарищ, который в возрасте 85 лет, я по сравнению с ним себя чувствовал, ну, скажем так, умственно отсталым. То есть настолько прекрасные мозги у него были. Как раз таки очень хорошо развиты волевые качества. То есть это человек, который целенаправленно, да, ставил цели, добивался их. И вот в 85 лет он прекрасно продолжал работать, да, естественно, уже неофициально. Он зарабатывал столько, что мог обеспечивать семью и поддерживать там своих детей. Здоровье, конечно, 85 лет у него было не очень хорошее, но, тем не менее, для человека с артрозами, там, третьей степени, да, ну, фактически, он, по идее, должен был быть инвалидом, но, тем не менее, здоровье у него было крепкое.
И только одно неверное, одно слабое решение, которое он принял под итог своей жизни, ну, в итоге своей жизни, оно привело его к смерти от болезни. К сожалению, я там подключился слишком поздно, и, ну, то есть я узнал об этом слишком поздно, и, в общем-то, к сожалению, мы его потеряли. А так бы еще неизвестно, может быть, он до сих пор был бы жив. То есть волевые качества, личная сила, она может конвертироваться в что? В том числе в наше здоровье. Теперь переходим к следующему вопросу, где эту личную силу взять. И парадокс в том, что взять ее неоткуда. То есть мы не можем подключиться к какой-то вселенской батарейке, которая нам даст вот эту личную силу. Личную силу мы должны взять сами. А где ее взять? Как говорил кот Матроскин, да, для того, чтобы, или дядя Федор, для того, чтобы купить что-то не нужно, нужно продать что-то ненужное. То есть и ненужного у нас много. У нас есть то, что, ну, я люблю называть пожирателями энергии. Итак, что это за пожиратели энергии? Энергия у нас тратится, да, на уровне тела, на уровне нашей психики. И если мы хотим энергию направить к волевым центрам, да, то есть начать вот как раз-таки накапливать вот эту самую личную силу, то нам нужно пересмотреть наш способ расходования энергии и избавиться от тех, которые являются бесполезными либо неэффективными. То есть избавиться от пожирателей энергии. Что это за пожиратели энергии? Первый, вот здесь я их расположил по степени сложности работы с ними. На первом месте у нас стоят, то есть с ними легче всего работать, это телесные блоки и зажимы. То есть хроническое мышечное напряжение. Грубо говоря, наше тело, оно напрягает некоторые мышцы больше, чем нужно. То есть, причем делать это постоянно. И это как раз таки имеет прямое отношение к нашему здоровью. Сейчас мы дальше этот вопрос разберем более подробно. Вторым по уровню сложности является работа с незавершенными делами. То есть они очень много энергии у нас отнимают. При этом вот как раз таки здесь, вот на это, когда мы начинаем работать с незавершенными делами, вот эту личную силу почувствовать легче всего. Почему? Потому что мы не можем, у нас нет каких-то, да, точных индикаторов, что вот у нас сейчас много личной силы, кроме наших ощущений и того, как наша жизнь отзывается на наши желания или на наши намерения. То есть это единственный индикатор. Соответственно, вот когда вы начинаете работать с незавершенными делами, у нас начинает и жизнь нам подчиняться более-менее, и чувствуем мы себя немножко по-другому. Но тут важно понять, что если вы не начали, например, работать с телесными блоками и зажимами, то вам очень сложно будет работать с незавершенными делами. Почему? Потому что когда мы накапливаем личную силу, то вот лично я использую прием реинвестирования. То есть это то, что, опять же, я взял из денежных аналогий. Когда мы берем, где-то сэкономили, у нас образовалась небольшая сумма денег. Мы взяли эту сумму, вложили на депозит или в бизнес, или там еще что-нибудь, получили проценты, и эти проценты опять вложили в дело, и вот так прокручиваем, у нас вот эта сумма все больше и больше, скажем так, увеличивается. То есть, предположим, у нас не было денег вообще на счету, мы немножко сэкономили там на тратах повседневных, у нас образовалась небольшая сумма. Теперь нам становится доступно что? Депозиты. То есть мы накопили, да, минимальное количество денег, минимальный взнос на депозит. Мы положили. Все. И, скажем так, вот так докладываем, у нас проценты образуются, мы проценты тоже на этом депозите оставляем, и вот у нас сумма начинает увеличиваться. Накопилась определенная сумма, теперь мы можем попробовать, например, акции купить. Все. Потому что раньше нам это было недоступно, мы не могли это себе позволить. Теперь мы начинаем там где-то в акции вкладывать. Смотрим, да, вот там где-то растут, где-то теряют. Там диверсификация у нас опять же, да, общая сумма увеличивается. Мы вкладываем, и сложный процент, он ведет к тому, что наши деньги растут. Так вот, то же самое здесь. Мы начинаем с того, что нам доступно. То есть нам доступны телесные зажимы. Мы начинаем работать с ними, выключаем их, у нас высвобождается какая-то энергия. Эта энергия, вот теперь мы ее можем использовать для чего? Для того, чтобы взяться за незавершенные дела.
Начинаем работать с ними, это уже задача посложнее, потому что она требует энергии для того, чтобы этот процесс начать и поддерживать. У нас высвобождается еще больше энергии, теперь мы можем начать работать с чем? С внутренними конфликтами. То есть, когда вы прокрастинируете, это всегда признак того, что у вас внутренний конфликт какой-то. То есть, вам нужно что-то сделать, а вы начинаете всякой фигней заниматься. То есть, ой, почту проверю, ой, почитаю, что там пишут в соцсетях, и ой, посуду помою, а потом сделаю. И вот так вы весь день можете, да, откладывать это дело и так и не сделать. То есть, это прокрастинация. То есть, если такое происходит, всегда знаете, у вас внутренний конфликт. Какая-то часть ваша хочет это сделать, какая-то часть не хочет, они между собой начинают бороться, и на эту борьбу уходит огромное количество энергии. Соответственно, с этим, для того, чтобы с этим работать, нужно определенное количество личной силы, определенные волевые качества. Прорабатывая внутренние конфликты, у вас еще больше энергии становится, еще больше вот этой личной силы, свободной, да, доступной именно вам. И вы можете вложить это что? В истощающие действия. То есть наша жизнь, она состоит из постоянно повторяющихся действий, которые тратят нашу энергию впустую. То есть они нужны для чего? Ну, в первую очередь для поддержания вот этих самых счетов. То есть чувство собственной важности, страха смерти и жалости к себе. Типичный пример это что? Это мы берем и сидим и, скажем так, сидим в соцсетях. Если мы там постоянно постим что-то, да, в эти соцсети, работает чувство собственной важности. Мы всем говорим, что мы есть, мы существуем, да, вот обратите на меня внимание, я есть, я живу, да. Если вы, предположим, читаете какие-то разгромные комментарии, да, вот там пишут, например, вот там, скажем так, зефирный эксперимент. Пожалуйста, если хотите быть успешными, да, там чего-то добиться, то развивайте волевые качества. И вот тут вот опровержение. Да, вот оно. Значит, зефирный эксперимент это все фигня, и на самом деле от меня ничего не зависит. То есть что, это жалость к себе, да, вы ее реализуете таким образом. Если, предположим, вы ищете все время, скажем так, какие-то опасные новости, ну, это подсознательно, конечно, происходит. Ну, вот там, вот где скоро грядет экономический кризис, скоро там еще что-то. Что это? Страх смерти, да, то есть вы такие, надо вот сжаться и вот ничего не делать, почему? Потому что что-то плохое. То есть мы как бы используем вот это все, вот эти сидения, да, там в соцсетях непродуктивные. Для чего? Для того, чтобы вот эти самые щиты поддерживать. Или мы можем там постоянно совершать какие-то там действия, да, вот, например, у вас есть какой-то нерешенный конфликт, и вы, чтобы как-то, ну, то есть какая-то проблема психологическая, вы, чтобы как-то избавиться от этой тревожности, вы начинаете судорожно что-то делать. Да, вот есть люди, которые каждый раз, когда нервничают, они начинают там генеральную уборку в доме, вот чтобы отвлечься от этого. Причем всех подключают, да, и такой шалман начинается, причем непонятно, да, зачем все это нужно. А это нужно для того, чтобы вот этот инициатор вот этого бардака, он хоть на время избавился от тревожности. Да, ну, критические проявления этого, это, наверное, вот эти навязчивые состояния, когда человек там руки моет, да, постоянно и так далее. То есть есть какой-то источник напряжения, он сбрасывается вот через какие-то вот такие действия. Соответственно, что? Вот тут мы выходим, мы ищем вот эти самые истощающие действия и их прорабатываем, то есть решаем вот эти проблемы, и у нас та энергия, которая уходила раньше на, вот это, на бегство от этих проблем, она возвращается к нам, и опять же мы можем его использовать на то, чтобы выйти на высший уровень, да, ну, один из самых сложнейших, это когда мы начинаем работать уже с истощающими стереотипами, реагировать. Ну, давайте поподробнее разберем каждый из этих элементов. Ну, кстати, тут немножко практики уже начнется. Итак, первый, скажем так, пожиратель энергии, самый простой для восприятия и самый простой для работы с ним, это так называемые телесные блоки и зажимы. Здесь немножко истории. То есть начало 20 века это был подъем, наверное, человеческой цивилизации. Почему? Потому что в этот момент вот как раз-таки научная революция, она вступила в свои права. И очень интересное время было, когда вот жизнь, она стремительно очень менялась. Там, предположим, один и тот же человек в 20 веке, да, родившийся в начале 20 века, мог
в детстве сидеть при свечах, потом с газовым рожком и уже закончить свою жизнь в полностью электрифицированном доме. Да, то есть. И вот в это же время шел активный взлет чего? Науки. То есть рождалась в том числе наука психология. То есть началось все с Зигмунда Фрейда, которому категорически не повезло с кем? С учениками. Почему? Потому что все, кого он видел своими наследниками, они уходили от него рано или поздно. То есть расходились с ним во мнениях и начинали формировать, создавать свои собственные системы. То есть, ну вот, примером наиболее известный конфликт — это конфликт Фрейда с Юнгом. Да? То есть Юнг начинал как психоаналитик, Фрейд видел его своим наследником, но Юнг вот ушел в свое свободное плавание и создал аналитическую психологию. Что-то похожее, по слухам, почему? Потому что это не точно подтверждено, произошло между Фрейдом и Вильгельмом Райхом. Вильгельм Райх — это австрийский тоже психоаналитик, коммунист, человек сложной, интересной и, к сожалению, печальной судьбы. Почему? Потому что он умер в тюрьме. Так вот, Вильгельм Райх, он, работая психоаналитиком, он сделал одно открытие. То есть, во-первых, он что сделал? Он нарушил табу психоанализа, то есть между психоаналитиком и клиентом, да, пациентом, недопустим физический контакт. А он это табу нарушил, он начал своих пациентов щупать и смотреть, что у них в теле происходит. Я обнаружил, что у невротиков, у них внезапно определенные группы мышц находятся в повышенном тонусе. То есть, когда на эту мышцу давишь, она болит. И если эту мышцу промять так, что она болеть перестанет, внезапно невроз начинает уходить. И Райх, он человек такой был решительный, то есть он за это дело взялся, то есть он начал своих пациентов мять, давить на вот эти болевые точки, пациенты орали от боли, матерились по-всякому, да, ну я так подозреваю, что по-австрийски, по-немецки, там по-всякому. Но потом внезапно они понимают, что у меня вот невроз разрешился, напряжение ушло и так далее и тому подобное. И вот за такие художества Вильгельма Райха его поперли с психоаналитической, скажем так, ассоциации. Фрейд подверг, скажем так, Райха остракизму, ну и, в общем, гоняли потом, ну, поскольку он еще коммунист был, потом он еще обвинил нацистскую Германию в сексуальном неврозе, в общем, гоняли Райха по всей Европе, потом выгнали в Америку, а в Америке он уже серьезно попал, то есть им заинтересовались спецслужбы, и, в общем-то, умер он в тюрьме по сфабрикованному делу. Так вот, создал он телесно-ориентированную психологию. Что же он выяснил? То есть он выяснил, что у нас 7 групп мышц. Это мышцы глаз, это жевательные мышцы, мышцы челюсти, мышцы шеи, диафрагма, мышцы груди, диафрагма, живот и таз. Они находятся в состоянии хронического напряжения. То есть, причем узор этих напряжений, он будет разным в зависимости от особенностей характера человека, особенностей его невроза. То есть, в некоторых случаях у него там, например, вот здесь будет сильно напряжено, здесь слабо напряжено, там, ну, то есть, и вот, скажем так, по-разному эти мышцы могут напрягаться, но суть одна. Есть группы мышц, которые находятся в состоянии хронического напряжения. При этом тело на поддержание этого напряжения тратит огромное количество энергии. Соответственно, если мы каким-то образом возьмем и уберем это мышечное напряжение, то что при этом произойдет? Во-первых, тело перестает тратить энергию на поддержание вот этого напряжения, и эта энергия возвращается куда? К нам. То есть у нас образуется какое-то количество свободной энергии. Во-вторых, невроз, да, психокомплекс какой-то, он использует вот эти мышечные напряжения как что? Как опору, как фундамент. И если мы этот фундамент убираем, то есть мышцы расслабляются и не напрягаются после этого, то невроз, не имея фундамента, он начинает рассыпаться, разваливаться. А если невроз или какой-то психокомплекс разваливается, опять же, та энергия, которую он на себя тратил, она возвращается к нам. Ну, сразу скажу, что нельзя взять и просто расслабить эту мышцу. Почему? Потому что, ну вот, я лично в своей работе обнаружил следующее, что вот эти самые хронические мышечные зажимы, они помимо того, что являются фундаментом для различных неврозов, они еще и являются
способом стабилизации нашего позвоночника. То есть они его держат, грубо говоря. И если мы просто берем и расслабляем эти мышцы, то это напряжение потом вернется. Почему? Потому что вы мышцы расслабили, а теперь кто будет держать ваш позвоночник? Ваш позвоночник начинает болтаться, теряет стабильность, начинает прогрессировать остеохондроз, и, соответственно, тело вынуждено эти зажимы вернуть назад. Поэтому я работаю с этими зажимами в русле вот именно оздоровительной своей системы. То есть работая с остеохондрозом позвоночника, вот я как раз таки учу не выключать эти мышечные зажимы, а вытеснять их другой правильной работой мышц. Понятно, да? То есть изменяем режим работы мышц, но это на моих оздоровительных, скажем, вебинарах смотрите, посвященных остеохондрозу. И мышца работает так, что она выполняет ту же самую работу, причем делает ее намного лучше, но при этом тратит в разы меньше энергии. Соответственно, на что получается? Опять же, переизбыток энергии. И в среднем, да, ну, по моему опыту, по опыту моих учеников, когда мы избавляемся, вот вытесняем вот эти хронические мышечные блоки, у нас уровень энергии, да, то есть, ну, который проявляется в том числе и в виде тонуса вашего, то есть тонус растет, он где-то на треть повышается. То есть мы на треть становимся более продуктивными по сравнению с собой обычным. Сейчас давайте я вам просто в качестве ознакомления покажу, что произойдет с вами, если вы берете и убираете вот это хроническое мышечное напряжение, и как это влияет на ваше, скажем так, восприятие мира, да, и на ваш тонус. То есть мы поработаем с мышцами глаз. То есть мышцы глаз зажаты у всех. Неважно, хорошее у вас зрение, плохое, там у нас есть блок. И я эти мышцы называю мышцами страха. Почему? Потому что если у нас повышенный уровень тревожности, это будет проявляться в том числе и в повышенном тонусе мышц глаз. Это растет откуда? Вот когда дети пугаются, они пугаются как? Они, ну, то есть маленькие совсем. То есть они зажмуривают глаза, чтобы не видеть, и втягивают голову в плечи. То есть вот. Поэтому у человека, когда он уже вырос, у него эта привычка осталась. То есть если у него есть какой-то страх, у него будет гипертонус мышц трапециевидных и гипертонус мышц глаз. Ну и диафрагма тоже будет зажата, но это другой разговор, это очень, не менее, скажем так, тема тоже очень большая. Так вот, мы сейчас поработаем с мышцами глаза, мы уберем напряжение на разное время, у каждого по-разному, ну, у кого-то от получаса до нескольких часов. У вас мышцы эти будут расслаблены. То есть что делаем? Нам нужно вот поставить пальцы вот на эту часть глазной впадины. То есть вот у нас идет надбровная дуга. Вот здесь промежуток между верхним веком. Вот так мы засовываем большой палец. Видите? Вот у нас получается. Вот так. И двигаясь по внутренней стороне, то есть отсюда, вот так, да, мы ищем, надавливая вверх, вот сюда, мы ищем болезненную точку. Ну, чаще всего они находятся где-то посередине. Тут триггерная точка находится. Вот. Нашли с одной стороны и нашли с другой стороны. Причем, может быть, на разных глазах, в разных местах будут болезненные точки. Например, вот здесь будет посередине, а вот здесь, например, где-то вот ближе к носу. Или наоборот, ближе к виску. То есть вот вам нужно найти самые болезненные точки. Вот нашли их, вот так. И надавили с одинаковой силой, чтобы примерно одинаковую такую легкую болезненность получить. Надавили, держим. И теперь делаем следующее. Берем силой, зажмуриваемся и одновременно продолжаем давить с той же самой силой. Когда вы силой зажмуритесь, у вас боль усилится в этих точках. И вот так нужно повторить 3 раза. То есть раз зажмурились, боль усилилась. Открыли глаза, боль уменьшилась до прежнего уровня. Еще раз. 2. Зажмурились, боль еще усилилась. 3. Раз, 2. Все. А вот теперь убираем и просто смотрим по сторонам. И вы обнаружите следующее. Вот если мы вспоминаем какие-то детские воспоминания, раннее детство, особенно если детство у вас было хорошее, счастливое, и воспоминания хорошие, вы, наверное, вспомните, что в детстве мы воспринимали мир немножко по-другому. Он не был таким серым, тусклым, он был ярким. И вот сейчас, когда вы начнете смотреть по сторонам, вы внезапно заметите, что вот эта яркость восприятия, она к вам вернулась. То есть мир становится ярче. Четче, цвета насыщеннее, формы объемнее. То есть вот просто посмотрите.
При этом вы почувствуете вот такое, знаете, ну, как бы небольшое такое успокоение внутри. И небольшой, очень маленький. Почему? Потому что мы с очень маленькими мышцами работали, очень маленький прилив энергии. То есть чуть-чуть бодрее вы станете. Вот по такому принципу я работаю. Единственное, что вот эти техники, они у меня используются в основном как приемы снятия там боли, да, в мышцах. Почему? Потому что они входят в курс Free Motion метод. А почему? Потому что если вы будете делать только их, помните, я говорил, если мы просто берем, выключаем напряжение мышц, у нас будет прогрессировать остеохондроз позвоночника. Поэтому я обычно говорю так, что работайте с позвоночником, а вот эти приемы вы используете только для того, чтобы заболело где-то, мышцу застудили и так далее. Берем, быстро убираем боль с помощью вот таких приемов. Потому что мышца расслабилась, она перестает болеть. А здесь вот в сегодняшнем видео это в качестве демонстрации. То есть, чтобы было понятно, что когда я говорю, что ваши мышцы, они жрут вашу энергию, это на самом деле так и есть. То есть вот вы сделали, у вас сейчас от получаса до нескольких часов у вас мышцы будут в расслабленном состоянии, мышцы глаз. И вот эта яркость восприятия, она с вами будет. Потом, естественно, все вернется назад. Но, как я уже говорил, если вы работаете с позвоночником, то есть можно вытеснить их и сделать, скажем так, работу вашего тела более эффективной, чтобы оно не жрало энергию на вот эти самые мышечные блоки. Соответственно, когда вы мышечные блоки у себя убираете, либо сводите их к минимуму, количество личной силы у вас немножко, но увеличивается. Ее недостаточно для того, чтобы какие-то супер-пупер сверх дела творить, да, там, это не сделает вас великим магом и волшебником, но эта энергия, во-первых, пойдет в сферу вашего здоровья, раз. Во-вторых, у вас появится немножко энергии для включения ваших волевых центров, для того, чтобы перейти к следующему разделу, к следующему пожирателю энергии. Что это за пожиратель энергии? Это незавершенные дела. Вот давайте вспомним, если вы, ну, скажем так, имеете опыт работы с компьютером, не так, что, да, вот я знаю, на какую кнопку включить и как открыть Google Chrome, да, а когда вы можете, ну, например, сами винду переустановить, там, предположим, установить программу, удалить программу, там, почистить и прочее, то вы, наверное, знаете, что вот вы установили новую винду на свой там компьютер. И свежеустановленная винда, ну, если все правильно сделали, то она летает прямо. То есть ничего не тормозит, ничего не висит, все замечательно, все вот бам-бам-бам-бам. Но проходит какое-то время, там какие-то программы вы устанавливаете, какие-то программы вы удаляете, все, и через какое-то время винда начинает, ну, так и становится такая вот ленивая, так нужно время, то есть вы включили компьютер, пока он там загрузится, нужно время, все. Программу вы открываете, нужно время, чтобы она открылась, а потом она вообще начинает по-жесткому уже тупить, тормозить, и вообще такая фигня начинается. И вот тут, если мы возьмем и откроем диспетчер задач, то есть это программа, которая показывает, что, какие процессы идут в нашем компьютере сейчас, то мы видим там огромный список, да, разных процессов, огромный список разных. Там мы можем обнаружить, что у нас, например, антивирус включился, да, там какие-то обновления он качает и съедает там половину мощности процессора и половину там объема оперативной памяти. И поэтому, а мы тут хотим в интернете полазить, а у нас, короче, все глючит, все висит, все тормозит, потому что ресурсов не хватает. И куча каких-то левых программ, да, которые там вообще непонятно зачем они нужны, да, и они какие-то тоже отъедают ваши ресурсы вашего компьютера. И за счет этого компьютер висит. То есть и чем дольше винда стоит на компьютере, особенно если мы за ней не ухаживаем, тем больше вот таких паразитных процессов все больше и больше и больше становится, пока наконец компьютер не становится неработоспособным. То есть там все висит, ничего не открывается, и в этот момент мы вынуждены что? Скрипя сердце, взять и эту винду снести и установить по новой, да, чтобы все это... Так вот, если мы возьмем нашу психику, то у нас примерно то же самое происходит. Как это понимаю я? Почему? Потому что там кто-нибудь из психологов меня будет смотреть и скажет: ой, Сергей, что-то фигня какая-то антинаучная пошла. Но, тем не менее, ну, опять же, да, оно может быть фигня. Может быть, я совершенно не прав. Но оно практика подтверждается. То есть оно
То есть практика, которая из этого вытекает, она работает. Работает хорошо. Итак, смотрите, как, ну, вот с моей точки зрения, как оно происходит в нашей психике. Вы берете, принимаете какое-то решение. Ну вот, например, надо бы там давление в колесах проверить на машине. Сегодня заеду и проверю. Все. И тут бах, начинаются какие-то дела, и вы про это забываете. Ну, вы про это забываете. А ваша психика, она уже все. Вы приняли решение. Ваша психика берет, запускает в вашем мозге какой-то процесс. Задача которого что? Реализовать вот это ваше решение. То есть проверить давление в шинах. И вот это, он маленький этот процесс, он мало энергии жрет. Но он, тем не менее, вот у вас там возбудился, да, какой-то очаг в коре головного мозга. И вот он остается в возбужденном состоянии. Потом вы решаете, что надо бы мусор выбросить. Вот завтра на работу пойду и с утра возьму с собой пакет мусорный, донесу до мусорки и выброшу. Утром проспали, что-то там, то все, 5-10, все, и побежали по своему делу. И у вас еще один процесс формируется. Еще один очаг возбуждения, который тоже потребляет энергию. И вот так мы в течение жизни накапливаем огромное количество незавершенных дел. Каждый из которых, мы про них уже давно забыли, они, может быть, уже давно не актуальны, но они сидят у нас, грубо говоря, в мозгах и жрут энергию, то есть ждут, когда их завершат. Понимаете? То есть это вот эти самые процессы, которые у нас в диспетчере задач, к сожалению, у нас такой программы нет, чтобы можно было вытащить и посмотреть, какие у нас дела не закончены и висят до сих пор. И вот они съедают всю нашу энергию. Соответственно, отсюда вытекает моя любимая практика, вот, ну, в моем арсенале это, наверное, топ. Наверное, на самом первом месте она стоит. Это что? Это завершение незавершенных дел. То есть вы берете, садитесь и начинаете составлять список всех незавершенных дел вашей жизни. От мелких: выбросить мусор, ответить на письмо, позвонить маме, до крупных, да, там, предположим, отдать какой-то долг, там, поменять работу и так далее и тому подобное. То есть вот все, что вы хотели сделать, но не сделали. Вот это все вы выписываете. А потом начинаете эти задачи, скажем так, классифицировать, делить по рубрикам. То есть делите на то, что вы можете сразу сделать быстро, да? Делите на то, что, ну, как бы осуществимо, но там понадобится, например, несколько дней, да, там до месяца. И какие-то глобальные, да, незавершенные дела, на которые может потребоваться там год или несколько лет. То есть и начинаете вы с тех, которые вы можете сделать прямо сейчас. Почему? Потому что если вы возьмете какую-нибудь глобальную задачу, у вас просто энергии не хватит, личной силы не хватит на то, чтобы ее осуществить. Все, вот мусор я собираюсь вынести уже 3 дня. Так, оделся, взял мусор, вынес, выбросил. У вас бэмс, вот этот процесс, который висел, да, в диспетчере задач, он закрылся. Энергия освободилась. Она пошла куда? Ваша личная польза. Все, теперь что там? На письмо ответить. Так, собрался, сел, раз, ответил. Следующий процесс. Бамс, вырубился. Тук-тук-тук-тук. И вот так, да, вот, предположим, мелкие дела вы закрыли, у вас энергия есть теперь для того, чтобы с более крупными задачами справляться, более серьезные незавершенные дела завершить. И вот так вы работаете, да, то есть от мелких переходите к более крупным. От более крупных к глобальным. Пока у вас никаких личных дел, незавершенных дел не останется. Вот хороший пример. Опять же, читал какое-то интервью с Карлосом Кастанедо, и вот его спрашивают: вот Карлос, вот вы говорите, да, у вас есть тут принцип окончательности решения, что если вы решение приняли, вы его как бы не отменяете, да, то есть вы должны его реализовать. Вот как это реализуется ваше? Ну, это вот как раз и относится к теме. То есть, и Карлос Кастанедо говорит: да очень просто. Вот смотрите, я сюда, в Нью-Йорк, да, там на интервью приехал из Лос-Анджелеса, где я живу. Вот я сейчас могу, интервью закончится, я могу выйти и больше никогда в Лос-Анджелес не возвращаться. У меня там нет незавершенных дел. Вдохновляет, да? То есть это, ну, как бы очень высокий уровень. Я бы сказал, даже нечеловечески высокий уровень. И вот каждый раз, когда я чувствую, что у меня как-то дела идут не очень, да, что-то не так идет, я что? Беру и начинаю вытаскивать, какие дела я не завершил. И начинаю работать с этим списком. Соответственно, дела начинают
сразу восстанавливаются. Хотя вроде бы я ими не занимаюсь. Я занимаюсь там незавершенным делом. Однако, новичкам нужно знать следующее. То есть, помните, мы в предыдущем видео разбирали немножко тему намерения. То есть, намерение это не только наше волевое решение, но еще и сила, которая отвечает на наше волевое решение. Да? И вот здесь, уже на этом этапе, начинается работа с намерением, которая, к сожалению, у многих новичков, она от практики отталкивает, особенно этого упражнения. Почему? Потому что вот у вас накопился огромный список вот этих самых незавершенных дел. То есть бардак. Полный в мозгах, куча энергии тратится. И вы вот взяли и начали составлять список незавершенных дел. Раз. И вот думаете, вот надо завтра масло проверить в машине. Так, вот то-то, то-то, то-то. Вот эти дела незавершенные. Я уже давно их планировал и так далее. Все, вы составили список и начинаете на следующий день. Вот сейчас проверю масло. То есть проверили, вроде масло, ну, так, маловато, надо бы долить. Все, вы садитесь в машину, машина не заводится. Вы, блин, там начинаете материться, то все, ладно, долили масло, что-то проверили, ну, машина все, не заводится. То есть вам теперь нужно эту машину тащить там, вызывать эвакуатор, скажем так, тащить ее к, скажем так, к автослесарю, автомеханику, чтобы он посмотрел, что там случилось. Вы звоните, да, слушай, так, сколько стоит там? Ну, столько-то. Вы в карман лезете, у вас наличка кончилась, вы забыли деньги снять. Давай картой оплатим. Ну, давай картой. Вы, опа, карта, платеж не проходит, у вас удостоверение просрочено и карту заблокировали. И, короче, оно вот как снежный ком начинает наваливаться, и вы в этот момент понимаете, что вы все это планировали сделать. То есть вы там, у меня вот скоро там, да, удостоверение, я не смогу переводы делать. То есть надо бы обменять удостоверение. Вы поняли, что масло, ну, вы это масло собираетесь проверить уже несколько месяцев, да. Короче, вы вчера помнили, что нужно снять наличку, налички мало в кармане, там мало ли что случится, но вот что-то там задумались, забыли. И тогда, то есть, и вот вот эти все незавершенные дела, они разом вылезают, как снежный ком наваливаются на вас, и вы вынуждены уже в ритме вальса все это дело решать. То есть, и в этот момент многие говорят, нахрен эту практику. Нафиг. Не жили богато и не надо начинать. То есть, если это к таким ужасам приводит, потому что черная полоса реально начинается. И в этот момент от их внимания ускользает один момент. Ребята, вот это же и есть работа в мире. То есть вы, когда начали составлять список незавершенных дел, вы изъявили намерение их закончить. И вот эта сила внешняя, она отозвалась на ваше желание. И теперь вам деваться некуда, вам придется их завершать. И вот как показывает, ну, лично мой опыт тех, кто серьезно с этой практикой работал, это происходит на начальных этапах, в первую очередь. То есть, когда вот только начинаете, вот тогда да. Почему? Потому что у вас огромный вот этот список незаконченных дел, и, ну, как бы, а когда вы большую часть их проработали, то что при этом происходит? Вот теперь уже, когда вы достаете этот список и начинаете с ним работать, там уже все идет планово. Почему? Потому что нет вот такого количества незавершенных процессов. И вы просто, да, вот, завершили дело, получили переизбыток энергии. Завершили дело, получили переизбыток энергии. И вот тут сразу мы выходим еще на один, скажем так, момент. Дело в том, что если вы работаете со списком незавершенных дел, но при этом ничего не меняете в своей жизни, да, не меняете свое поведение, то у вас, вы одни дела незавершенные закончили, но у вас тут же новые сформировались. Почему? Потому что вы опять что-то новое там забыли. То есть запланировали и не сделали, запланировали и не сделали. Вот так, да, и у вас что происходит? Вы топчетесь на месте. То есть, грубо говоря, вы немножко энергии высвободили, но эта же энергия взяла и ушла на что? На новые незавершенные дела. И именно поэтому в системе Карлоса Кастанеды, чтобы вот этих новых дел не формировалось, не образовывалось, есть такое понятие, как безупречность и путь воина. То есть это образ жизни, образ поведения, ну, то есть стереотип поведения, образ мыслей,
который не позволяет накапливаться новым вот этим незавершенным делам. Чтобы вот та личная сила, которая у вас высвободилась, чтобы она именно пошла туда, куда вы захотите, да, а не на новые незавершенные дела. Об этом мы поговорим в следующем видео, так что если тема вас заинтересовала, если вам нравится то, что я говорю, да, вот эти практики, то подписывайтесь и жмите на колокольчик. Тут понятно, да? То есть вот мы, завершая вот эти дела, высвобождаем энергию, уже, то есть это, ну, грубо говоря, психическая энергия, да, которая возвращается к истоку, становится нашей личной силой, которую мы можем направить дальше. И вот здесь уже начинается, скажем так, очень сложный уровень, я бы даже сказал, нечеловечески сложный. Почему? Потому что, ну, скорее всего, большинству людей он, ну, как бы будет практически недоступен. Почему? Потому что для того, чтобы его реализовывать, нужно огромное количество личной силы. Да, он дает высвобождение огромного количества личной силы, но для того, тут порог вхождения в практику очень высокий. То есть в чем суть, скажем так, вот этого уровня практики? Это когда мы начинаем избавляться от истощающих действий. То есть, как я уже говорил, чувство собственной важности, страх смерти и жалость к себе, они реализуют, постоянно нуждаются в проявлении. То есть мы должны совершать какие-то действия для того, чтобы их поддерживать. Эти действия могут быть самые разные. У каждого они свои. И они как раз-таки занимают большую часть нашей деятельности. Причем это не всегда что-то плохое. Почему? Потому что, ну, предположим, вы там подросток или молодой человек, и вы хотите, ну, то есть хотите самореализовать, то есть ваше чувство собственной важности требует от вас заявить, что вы есть, что вы имеете важность, имеете ценность. И вы начинаете думать, ну, я могу, например, там, выбрить голову, сделать себе ирокез и покрасить его там в разные цвета радуги, чтобы все на меня обращали внимание, что я вот такой весь неформальный. Да, ну, вы можете так сделать. А можете, например, а я могу вот сейчас взять и хорошо учиться, поступить на выгодную там профессию, сделать мощную карьеру, зарабатывать много денег и стать таким уважаемым человеком, бизнесменом там, или еще каким-то политиком, неважно. И ваше чувство собственной важности, если оно там включится в это, оно даст вам кучу энергии. Вы начнете учиться, все, делать карьеру и так далее и тому подобное. Что это плохо, что ли? Да? Ну, я думаю, что нет. И особенно, если это вам нравится. Да, и вы хотите вот именно так реализовываться. Но есть и куча вещей, которые, ну, грубо говоря, они как бы... То есть вы едете, вас бамс подрезали, вы такие, ты урод, вот ты что, блин, ты меня великого подрезал, да, вот. То есть чувство собственной важности ущемили, вот вы должны вот это все выпустить из себя и так далее. Что вы про это происходит? Трата энергии. Все. И, соответственно, мы берем, что делаем? Мы не отказываемся от этого поведения. Почему? Потому что если вы просто будете от этого поведения отказываться, то ничего хорошего не выйдет. Почему? Потому что, еще раз, это щиты вашей психики, это то, что вас защищает. И это поведение, оно поддерживает эти щиты. То есть уберете поведение, даже если у вас это получится, а у вас, скорее всего, не получится, то, ну, пошатнется ваше ЧСВ, все, у вас начнутся проблемы с психической стабильностью. Соответственно, тут подход другой. То есть, опять же, у Карлоса Кастанеды есть альтернатива вот этим щитам. Что это за альтернатива? Это то, что он, ну, грубо говоря, условно называет путем воина. И этот путь воина, он включает в себя, во-первых, безупречность действий, окончательность решений и такую концепцию, как смерть советчицы. О них мы будем говорить вот как раз в следующем видео. Я обещаю, что сниму его, оно тоже будет большое и сложно, но тем не менее очень важно. И вот, когда мы практикуем вот этот путь воина, то у нас вот эти проявления, да, то есть вот эти истощающие действия, они вытесняются вот этими новыми наработанными качествами. Безупречность, смерть советчества, окончательность решений и так далее. Понятно, да? Если же мы пытаемся, да, вот, надо, вот, у меня ЧСВ вот так проявляется, надо от него избавиться. Вот сейчас я вот я вычислил вот это поведение, сейчас я его уберу. И все. Вот тут ситуация будет, знаете, с чем похожа? Вот если вы, например, имели опыт каких-нибудь зависимостей, то есть курение, алкоголь, зависимость от сладкого.
и пытались от этой зависимости избавиться, то что вы обнаружили? Да, ну, то есть бросить можно и курить, и пить, и наркотики принимать, и сладкое есть. Можно бросить. Но когда вы это делаете, вы внезапно понимаете, что вам чего-то не хватает все время. То есть что в вашей жизни образовалась дырка, которую заполняли раньше вот эти ваши там зависимости. И эту дырку вы заполнить ничем не можете. Вот у меня был опыт работы, я помню, когда попросили там с родственником поработать, типа, ну вот мужик, ну вот такой типичный русский мужик, все там. И как стереотипный, еще раз, стереотипный, да, то есть не хочу, чтобы подумали, что все русские мужики такие, да, нет, как стереотипный, в кавычках, опять же, русский мужик, он квасил как не в себя. И вот мы с ним сели, я говорю, ну, слушай, как чисто по-родственному, хочешь, давай, ну, в принципе, поработаем, почему нет? Ну, давай. Вот мы с ним там несколько сессий холотропа, он продышался, напряжение сбросил, потом там немножко гипноза, короче, немножко там рациональной психотерапии, да, там пообсуждали все и так далее. И все, он пить бросил. Там несколько месяцев он не пил, все, ну, опять запил. Ну, и я прихожу к нему, говорю, слушай, в принципе, не проблема, ну, запил, давай повтори. Он говорит, Серега, понимаешь, что я понял, когда я не пил? Я говорю, что? Говорит, я понял, что мне тупо нечем заняться. Я говорю, ну ты же говорил, что там тебя техника интересует, тебя вот это интересует. Да ничего меня не интересует. Вот я сейчас напился, мне хорошо. А когда я трезвый, мне внезапно плохо. Почему? Потому что моя жизнь пустая и бессмысленна. Я не знаю, зачем я живу, и не знаю. Я говорю, ну давай с этим поработать. Да не хочу я, говорит, с этим работать. Я хочу нажираться. Я говорю, ну, тогда я ничем помочь не могу. Говорит, да, спасибо, ну, мне и так хорошо. Все, понимаете? Вот то же самое происходит, когда вы, если вы без, скажем так, практики вот этой безупречности, практики пути воина, если вы будете пытаться вот это поведение как-то все подавить. То есть вы просто наделаете дырок в своей жизни, и, соответственно, что? Это приведет только к обратному результату. То есть, ну, подавите какое-то поведение, да, там, тоже поддерживающее там, ЧСВ ваше. Оно как это, знаете, вы его в дверь, а оно в окно. То есть оно вылезет в виде нового какого-то поведения, только более коварного, его еще сложнее будет вычислить. Ясно, да? И вот здесь уже нет какой-то, то есть здесь вот комплекс практик, который условно называется путем воина. И вот тут, когда вы, ну, то есть, но поведение, да, это опять же не высший уровень сложности. Почему? Потому что поведение достаточно легко отследить. Достаточно легко. Я не говорю, что его легко отследить. Почему? Потому что это сложно. Но достаточно легко. Но есть еще более сложный уровень, о котором поговорим, да, то есть вот прямо сейчас, на следующем слайде. То есть это когда мы начинаем работать с истощающими стереотипами реагирования. А вот это уже все, это высший пилотаж. Почему? Потому что, ну, поведение, да, можно понять хотя бы в процессе этого поведения. Что вы можете понять, что вы что-то делаете, да, то, что не нужно. Но как отследить вашу реакцию на что-то? То есть, предположим, вы увидели, ну, там, живете вы в России, да, и вот, скажем так, где-нибудь в таком городе, и видите, например, меня идущего, да, там, по проспекту. То есть, ну, вы чисто славянин и так далее. И, о, блин, чурка, да, гастарбайтер. Легко, да, ну, а что? Азиат, да, ну, азиаты все гастарбайтеры. То есть, этот процесс, он у вас будет, он от вас не будет зависеть. То есть, вы увидели, и раз, и вот это автоматически вылезет. Понимаете, да? Соответственно, потом, предположим, мы с вами познакомились, начали общаться, и вы внезапно понимаете, что я человек, который переехал не в работу у вас, да, там, а просто, потому что на семинар пригласили проводить. Просто по делам приехал, сейчас семинар проведу и уеду. Да,
Но вот эту первую реакцию оно никуда не отменит. Оно не отменило. Почему? Потому что вот что-то реализовалось, когда ваша программа, да, какая-то установка. Это автоматически, это все равно, что, ну, грубо говоря, вы к горячему прикоснулись и тут же отдернули, да, то есть рефлекс. Вот оно что-то подобное. То есть и вот на этом уровне мы уже с этим работаем. То есть мы учимся не включать вот такие реакции. Для того, чтобы это не вело к потерям энергии. Но это, естественно, высший пилотаж, поэтому с этим вот такая работа, она вообще практически невозможна без перепросмотра, о котором мы говорили в предыдущем видео. И еще один важный момент, вот эти же практики, их невозможно делать сидя на кухне. Да, то есть вот вы живете там, да, свели общение к минимуму, то есть вы занимаетесь костоносовскими практиками, то есть и вот боретесь со своим ЧСВ, боретесь со страхом смерти и так далее. Вот эти практики, их невозможно делать, еще раз, в одиночестве. Почему? Потому что здесь работа возможна только в плотном контакте с социумом. И у Кастанеды есть понятие мелких тиранов. То есть вот, опять же, согласно мифологии, согласно легенде, Сталкинг родился, то есть оформился и достиг совершенства. Когда в Америку приплыли конкистадоры и начали индейцев массово резать, да, под нож пускать. В том числе и этим магам, да, там, волшебникам, точно так же башку срезали без всяких проблем. Почему? Потому что выяснилось, что что-то не очень хорошо, там какие-то ритуалы и прочее работают против арбалетов и против мушкетов. Ну и, соответственно, те из толтеков, да, которые выжили, они были вынуждены, ну, они, во-первых, начали понимать, что они какой-то фигней до этого занимались, да, что-то не то не делали. Во-вторых, они были вынуждены не только выживать, но и сохранить свое учение. Вот тогда они начали что? Они ввели вот эту концепцию тиранов. То есть, когда ты сам по себе, да, у тебя все хорошо, черта с два ты свое чувство собственной важности изживешь. Это все равно, что, ну, я не знаю, там, бороться со своей ногой, например, да, или со своей рукой. А вот когда есть рядом кто-то или что-то, или сила какая-то, которая может тебя легко убить, и ты оказываешься в состоянии постоянной угрозы, вот тут уже ты начинаешь, вот тут у тебя уже появляется стимул, да, то есть отслеживать все вот эти реакции, их останавливать. Понимаете? И вот эту силу, да, которая может быть персонифицирована, то есть в виде человека, или в виде там какой-то стихии или еще чего-то, они назвали мелким тираном. То есть это та сила, которая легко может вас уничтожить. И вот только взаимодействию с этой силой вы можете, да, там, практиковать вот эту остановку вот этих всех реакций, вот этого реагирования. Опять же, согласно легенде, то есть согласно там, мифологии кастанедовской, то есть сам Карлос Кастанеда, он, будучи человеком, ну, скажем так, явно мексиканской внешности, он работал в Америке, там, в какой-то забегаловке, ну, изображал гастарбайтера. То есть, причем в том районе, где, ну, отношение к мексиканцам было, ну, крайне негативное. То есть, и, соответственно, он каждый день терпел оскорбления, там, насмешки и так далее и тому подобное. Для чего? Только для того, чтобы вот остановить вот этот процесс реагирования. То есть, тебя назвали сраной мексикашкой, ты, о, блин, я вообще-то известный писатель, да, ну, появляется желание. Но вот в этот момент чик, отследить и остановить. То есть, это уже высший пилотаж практики. Понимаете, да? То есть, и опять же, это что? Оно все проистекает из базовых практик. То есть это безупречность, это путь воина, это перепросмотр и сталкинг. Соответственно, о пути воина будем говорить в следующем видео, которое будет, опять же, также через неделю, скорее всего. Почему? Потому что на следующей неделе я буду выпускать видео по оздоровительной направленности. Почему? Потому что этот канал в первую очередь все-таки оздоровитель. Поэтому, если тема вам интересна, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорой встречи.